Привет, друзья! Мы в Якутске, в столице крупнейшего российского региона, в республике Саха, Якутия. Только вдумайтесь, площадь Якутии составляет более 3 миллионов квадратных километров. На этих просторах поместилась бы целая Индия или 5 Франций, 10 Италий, 13 Великобританий. Якутск – это старейший город на Дальнем Востоке. Возник он на месте Якутского острога, построенного Петром Бекетовым в 1632 году. Оригинальные постройки острога, к сожалению, не сохранились, но их реконструкция выполнена очень натурально. Сегодня в этих зданиях расположены магазины и рестораны. На огромной территории Якутии есть и арктические пустыни, и глухая тайга, и высокие горы, и полноводные реки. Но живет здесь меньше 1 миллиона человек, и треть из них в столице, в Якутске. Поэтому каждый, без преувеличения, на вес золота. А вот чего в Якутии действительно хоть отбавляй, так это алмазов. Какая красота! А можно еще вот этот вот гигантский бриллиант мне померить? А сколько здесь карат? 3 карата. Ага. А сколько стоит? 1 600 000. 1 600 000. Потрясающая стоимость. Красиво. Идет мне. Коллеги, а подскажите, пожалуйста, у нас в командировочные заложены деньги на бриллианты для ведущей? Ну или хотя бы какие-нибудь, не знаю, другие украшения? Нет? В смысле? Эх, ну раз с бриллиантами не повезло, я решила выбрать что-то попроще. В Якутии, кстати, серебро ценят и любят чуть ли не больше золота. Ну а еще лучше сделать украшения собственными руками. Местные мастера как раз обещали провести для меня мастер-класс. Это называется косоплетка, это заколка для волос национальная. Самый первый этап – это изготовление модели. С помощью инжектора выдавливается и выходит как бы восковая модель нашего изделия. Делается вот такая елочка. Сверху одевается опока, такая труба, потом заливается гипс. При температуре там 750 градусов она улетучивается, слепок остается от этого, и туда уже отливается серебро либо золото. А вот это вот просто это для того, чтобы сразу много деталей сделать? Сразу. Копировать, ставить. Вот они стоят, например, вот такие опоки. Это уже металл, да, уже отлитый стоит. Потом вот это отливается, и выходят вот такие уже готовые звенья. Уже ближе к вечеру мы отправляемся к другому уникальному мастеру. И забегая вперед, выбор времени суток не случайен. В темное время, когда вот темно, хорошо видно вот рассвет раскаленного стали и хорошо работать над ним. Настоящий якутский нож не только будет памятным сувениром для туриста, он просто незаменим в хозяйстве. Это главный помощник местных охотников и рыбаков. Да и на кухне хозяйки такой будет полезен. Надо вот следить все время за температурой. И надо выбирать сталь. Нормальный, хороший сталь, надежный, который вот выдерживает наши морозы. Он немножко остыл, поэтому сейчас можно его уже пускать в воду. Главное преимущество якутского ножа – его прочность и устойчивость к экстремальным температурам. Им можно строгать, рубить, резать, он все выдержит. Процесс создания, конечно, не быстрый, но главное же – конечный результат. Тест-драйв на прочность проводим прямо тут. Сейчас мы его чуть-чуть отпустим. Если закалка и отпуск прошел нормально, тогда нож не лопнет. И как же это проверить? 2 доски. Пяткой сюда ступи, положи. Ага. И весом так играй. Так что я не сломала его? Нет, не согнулся. Потрясающая работа, браво!
Еще одно ремесло, граничащее с искусством – северная гастрономия. Наконец-то настало время подкрепиться и попробовать местные деликатесы. Индигирка из озерного чира с нашей фирменной заправкой и с ароматным маслом. Это у нас амгинское сливочное масло в виде свечи. Оно сначала горит как свеча, потом начнет таять. Вы туда добавляете соль и макаете хлеб. Будет очень вкусно. Приятного аппетита! А пока свеча тает, попробуем нашу первую закуску – индигирку по фирменному рецепту, который разработан здесь, в этом ресторане. Очень вкусно, насыщенно. Я уже в Якутске пробовала в одном заведении индигирку. Вот здесь она потрясающая, так что всем советую. Пришло время десерта, и он у нас максимально якутский, максимально аутентичный. Это кирчех. Здесь у нас местная густая сметана, замороженная голубика, пончики. И нам также принесли местный якутский крепкий чай. Его рекомендуют пить с молоком. Пробуем, наконец-то, десерт. Запьем еще и чайком. Чай с молоком точно нет. Десерт, да. Но если вы любите густую жирную сметану, тогда да. Якутск – это, конечно, намного больше, чем просто бриллиантовая столица России. Здесь есть не только свои уникальные ремесла и язык, но и свой фольклор и совершенно самобытная культура.